С 4 апреля 1975 года в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, началась эра Microsoft, тогда еще называемый Microsoft. Это название, сократившееся из слов «микропроцессор» и «программное обеспечение», стало основой для величайшего прорыва. Билл Гейтс и Пол Аллен, друзья с детства из школы Лейксайд в Сиэтле, были очарованы статьей в Popular Electronics о микрокомпьютере Altair 8800. Именно это вдохновило Аллена на создание интерпретатора языка Basic, в то время как Гейтс сосредоточился на бизнес-стратегии и развитии компании. Уход Гейтса из Гарварда стал неизбежным, когда успех компании начал набирать обороты. Они сделали смелый шаг, полностью погрузившись в инновации, которые изменят мир. Однако это было только началом захватывающего пути, включающего грандиозный контракт с IBM на создание MS-DOS, открывающий новые горизонты для всемирного признания. Но какие еще решения приведут их к вершинам? И как они столкнутся с первыми серьезными вызовами в технологической индустрии? Первая сделка с IBM. В 1980-м IBM столкнулась с важной задачей — создать операционную систему для своего нового персонального компьютера. Выбор пал на амбициозную компанию Microsoft, и к ноябрю того же года был подписан судьбоносный контракт. Microsoft, не имея своей операционной системы, приобрела права на 86-DOS, ранее известную как QDOS, у Seattle Computer Products за $75 тысяч. Под руководством Билла Гейтса команда Microsoft адаптировала 86-DOS в MS-DOS, предоставив IBM ее под названием PC-DOS 1.0 летом 1981 года. Это ОС с однозадачным режимом и командной строкой, построенной на файловой системе FAT12, шагнула вперед в сравнении с конкурентными решениями. Стратегическое мастерство Гейтса позволило сохранить права на дальнейшее развитие MS-DOS, что обеспечило Microsoft ключевую позицию в мире IT. Их смелость в принятии решений и быстрое реагирование на возможности помогли выдвинуться на лидерские позиции. Спустя время, благодаря этому шагу, началась новая эра для Microsoft, но с новыми горизонтами пришли и новые вызовы, с которыми Гейтсу и его команде предстояло справиться. От Basic к Windows. Разработка графического интерфейса в Xerox Palo Alto Research Center произвела революцию в мире технологий, особенно вдохновив компании как Apple и Microsoft. Однако, первой графической оболочкой Microsoft стала Windows, выпущенная в 1985-м. Это было не полноценной операционной системой, а графической оболочкой, работавшей поверх MS-DOS, давшей пользователям возможность взаимодействовать при помощи окна и мыши вместо командной строки. На старте Windows 1.0 не взлетела ввысь из-за своей примитивности и ограниченных функций, однако, даже будучи скептически воспринятой, она заложила важную основу для будущих прорывов. Microsoft, осознавая слабые стороны, продолжила интенсивные разработки, что со временем позволило Windows захватить лидирующие позиции на рынке. Стратегически важным шагом стали соглашения с крупными производителями, такими как IBM, Dell и HP. Microsoft начала предустановку Windows на персональные компьютеры, что позволило быстро распространиться и создать обширную экосистему приложений. Понимание важности графического интерфейса, умелая адаптация идей и агрессивное продвижение стали ключами к будущему успеху. Однако на пути к вершине всегда стоят новые изменения, и следующая стезя успеха для Microsoft была где-то на горизонте. Творчество и конкуренция. Конкурировать в мире технологий — задача нелегкая, и Билл Гейтс знал это как никто другой. Все началось с создания интерпретатора языка Basic для Altair 880 в 1975-м, что стало первым и успешным шагом Microsoft. Этот успех стал основой для дальнейших достижений. Поворотным моментом стало появление Windows в 1985 году. Это была графическая оболочка, работающая поверх MS-DOS и позволявшая пользователям взаимодействовать с компьютером через окна и мышь. Это стало предпосылкой для дальнейшего доминирования Microsoft. В конце 80-х годов Microsoft представляла офисный пакет для Macintosh, включавший Word и Excel, а в начале 90-х — версию для Windows. Эти приложения быстро отобрали лидерство у Lotus 1, 2, 3 и WordPerfect на рынке офисного ПО. Простота и интеграция продуктов сделали Microsoft Office выбором номер один для пользователей. Microsoft, осознавая важность постоянного обновления и адаптации, выработала стратегию гибкости и быстрого реагирования на изменения в индустрии. Постоянные обновления софта и внимание к отзывам помогли компании развиваться и оставаться впереди конкурентов. Смелые новаторские идеи и умелое управление дарили Microsoft шанс вновь и вновь укреплять свое положение на технологическом Олимпе. Какие еще стратегии привнесут известность компании на мировой арене, нам лишь предстоит выяснить. Впереди неожиданности и сюрпризы, раскрывающие секреты успеха. Развитие корпоративных стратегий.
Развитие Microsoft было не столько интуитивным шагом, сколько результатом глубокого анализа и новаторских бизнес-моделей. Важную роль в становлении компании сыграли ее тесные связи с IBM, ставшей первым основным партнером для предоставления операционной системы MS-DOS еще в начале 80-х. Гейтс умело использовал этот фундамент для расширения сотрудничества с другими производителями, такими как Compaq. Пока первая Windows в 1985-м была лишь графическим интерфейсом поверх MS-DOS, настоящий успех ждал с выходом Windows 30 в 1990-м. И особенно с Windows 95, что закрепило рыночное доминирование. Особое внимание компания уделяла инвестициям в исследования и разработки. Вкладывая в создание таких продуктов, как Windows и Office, Microsoft обеспечила себе долгосрочный успех. Кроме того, поддержка сторонних разработчиков позволила компании развить масштабную экосистему приложений, что укрепило ее позиции в рынке. Гейтс наделял полномочиями своей команды, поощрял инновации и создавал культуру ответственности, способствуя гибкости и росту компании. Важным этапом стала стратегия надежных вычислений в 2002 году, придавая особое значение безопасности после критических уязвимостей. После ухода Гейтса акцент сместился. Компания сосредоточилась на распространении сервисов, таких как Office, на устройствах Android и iPhone, адаптируясь к новым рынкам. Что еще запасла судьба для Microsoft, одно ясно. Они найдут пути для внешнего успеха, сохраняя внутренние ценности и стратегические видения. Лидерство Гейтса. Билл Гейтс выделялся своим уникальным демократическим стилем лидерства, который позволил Microsoft развиваться и процветать. Он понимал важность стратегического лидерства и делегировал ключевые решения узкому кругу доверенных лиц. Гейтс всегда говорил, что его главная задача — это определять фокус команды, избегая излишней бюрократии и пустых совещаний. Гейтс активно создавал условия, способствующие плодотворной работе команды. Он поощрял открытые обсуждения и споры, однако решения всегда согласовывал с наиболее значимыми участниками. Это позволяло компании не только следить за трендами, но и создавать их. Хотя Гейтс не был единственным разработчиком, его гениальное стратегическое и визионерское мышление обеспечивало будущее лидерство Microsoft. Культура работы Microsoft под руководством Гейтса была жесткой, но продуктивной. Сотрудников поощряли к полному погружению, что укрепляло их мотивацию и профессионализм. В то же время Гейтс всегда стремился окружить себя ключевыми, талантливыми людьми, избегая сложных иерархий, делая всю структуру компании более плоской и динамичной. Для него было важно, чтобы каждый сотрудник четко понимал миссию Microsoft — сделать компьютер на каждом столе. Таким образом, уникальный стиль лидерства Билла Гейтса стал ключом к успеху компании. Он был стратегом и вдохновителем, создавшим условия для непрерывного роста и инноваций. Какие еще принципы управления Гейтса позволили Microsoft достичь таких высот? Ответы на эти вопросы неизменно пробуждают интерес и привлекают внимание тех, кто жаждет разгадать секреты великого успеха. Партнерство с Полом Алленом. Каково было бы ваше удивление, узнаете вы, что именно Пол Аллен предложил название Microsoft, сливая в нем микропроцессор и программное обеспечение. Их партнерство с Биллом Гейтсом зародилось еще в школе Lakeside в Сиэтле, но по-настоящему взлетело в 1975-м в Альбукерке, Нью-Мексико. Именно там появился первый продукт — интерпретатор Basic для Altair 8800, разработанный совместно с коллегой Монте Давидофом. Пол Аллен, обладая особым чутьем на перспективу, обнаружил это устройство и предложил Гейтсу создать для него программное обеспечение, что стало первым шагом в сторону великого успеха. Пол Аллен не только причастен к созданию первого продукта, но и внес вклад в дух компании. Он поддерживал развитие инноваций, и хотя его вклад в создание отдела исследований и разработок не всегда документирован, он всегда стоял за новаторские идеи и стремился к их реализации. В 1983-м Аллен вынужден был покинуть ежедневное управление Microsoft из-за борьбы с лимфомой. Однако болезнь не остановила его от дальнейшего участия в стратегии и судьбе компании. Его интеллектуальное наследие, вложенное в компанию, продолжило играть важную роль даже после его ухода. Влияние Аллена на Microsoft ощущалось годами и стало одним из фундаментальных камней, на которых компания стоит и сегодня. Пол Аллен никогда не уходил в тень, несмотря на здоровье. Его идеи и страсть к инновациям остались частью DNA Microsoft. Этот невероятный дуэт Гейтса и Аллена оставил неизгладимый след в IT-индустрии. Но было ли это концом мигов удивительных открытий? Впереди новые главы, раскрывающие тайны их общего успеха. Ошибки и трудные уроки. В сентябре 2000 года Microsoft выпускает Windows Millennium Edition, известную как Windows ME. Казалось, что это станет прорывом, но на деле пользователи встретили частые сбои и прославившиеся синие экраны смерти.
Основная проблема была в устаревшем ядре Windows 9X, что вызвало множество неполадок, особенно по сравнению с более стабильными и надежными версиями Windows 98 и Windows 2000, основанными на более современном ядре NT. Пользователей разочаровал недостаток стабильности и постоянные проблемы с драйверами, что часто приводило к неожиданным перезагрузкам. Этот эпизод стал важным уроком для Microsoft, который привел к переосмыслению подхода к будущему. Спустя год была выпущена Windows XP, полностью базировавшаяся на ядре NT, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу. Так началась новая эра для Microsoft, когда XP завоевала признание практически сразу после выхода в октябре 2001 года. Ситуация с Windows Vista также оставила заметный след в истории компании. Визуально привлекательная, но проблемная из-за высокой требовательности к ресурсам и будучи подверженной серьезным проблемам совместимости, Vista еще раз подчеркивала необходимость тщательного тестирования. В этот период Гейтс, отступая от ежедневного управления, научился поддерживать команду, извлекая ценные уроки из этих сложностей. Поддержка Windows ME завершилась в середине 2006 года, что только подчеркивало ее недолговечность. Однако эти разочарования не только укрепили позицию компании для будущих разработок, но и стали весомым вкладом в решение о внедрении более продвинутых архитектур. Какие ж трудности укрепили корпоративные устои? Тайны продолжают открываться, а впереди увлекательные подробности формирования корпоративной культуры. Создание корпоративной культуры. В 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию Microsoft в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Название с дефисом было сокращением от Microprocessor Software и подчеркивало их амбиции создать ПО для нового поколения микропроцессоров. Одной из первых задач стало создание интерпретатора для BASIC, что стало началом стремительного роста. Их ранняя миссия «Компьютер на каждом столе и в каждом доме» стала неофициальным идеалом, вдохновляющим на великие свершения. Ранние годы Microsoft были отмечены инновациями и сильным акцентом на привлечение талантов. В атмосфере, где идеи были важнее статуса, рождалась настоящая корпоративная культура. Но ключевой реформаторский всплеск произошел в начале 2014 года с приходом Сати Наделлы на пост CEO. Он переориентировал компанию на совместные инновации и модернизировал внутренние процессы, сосредоточившись на здоровье, разнообразии и личностном развитии сотрудников. Эти перемены пришлись на время, когда Microsoft сталкивалась с новыми вызовами. Если в 90-х и начале 2000-х внимание было сосредоточено на антимонопольных делах, то современная конкурентоспособность требует внимания к облачным технологиям и мобильным инновациям. Надела сделал акцент на гибкости, сотрудничестве и адаптации к новым рынкам. Корпоративная культура Microsoft эволюционировала, сохраняя дух открытого обмена идеями и превращая их в двигатели роста. Этот путь не был простым, но с новыми вызовами компания всегда находила способы быть на шаг впереди. Однако впереди еще много интересного, что обозначит их дальнейший путь и успех в мире технологий. Какие же еще вызовы способствуют преобразованию компании и ее рыночной позиции? Открытия продолжаются. Юридические сражения и антимонопольные дела. Антимонопольные баталии между Microsoft и Министерством юстиции США стали настоящей сенсацией конца 90-х. Главное обвинение касалось интеграции Internet Explorer в Windows, что, по мнению обвинителей, наносило серьезный урон компании Netscape, затрудняя ей конкуренцию на рынке браузеров. Суд начался в 1998 году и продолжался 2 года. В апреле 2000 года судья признал, что Microsoft действительно нарушила антимонопольное законодательство. Несмотря на угрозу разделения компании, повисшей как меч над головой, Microsoft воспользовалась правом на апелляцию, что позволило изменить исход дела. Уже в 2001 году было достигнуто соглашение с правительством, оставившее компанию целой, но обязавшее ее отказаться от жестких рыночных тактик и предложить более открытые стандарты использования своей операционной системы. Эти договоренности оказали серьезное влияние на подход Microsoft к стратегиям конкуренции, ее продуктам и рыночным взаимоотношениям. Хотя дело и привело к некоторым ограничениям, Microsoft удалось избежать радикальных изменений в структуре управления. Главное, чему оно их научило, это необходимость внимательнее следить за юридической безопасностью собственных действий. Антимонопольные вопросы сопровождали Microsoft и в последующие годы. Компания столкнулась с претензиями на международной арене как в 2009, в России касающимися прекращения продаж Windows XP. Итак, несмотря на то, что юридические вызовы не оставляли Microsoft, компания находила способы адаптироваться и пересматривать свои стратегии. Этот урок помог ей не только сохранить свои позиции, но и стать более внимательной к потребительскому рынку и разрабатывать решения, которые удовлетворяли потребности пользователей по всему миру.
Но как дальнейшие события повлияют на ее действия в эпоху цифровых технологий? Захватывающие подробности о разработке благотворительных проектов открывают дверь в новую главу. Филантропия и смена фокуса. Знали ли вы, что фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный в 2000 году, стал одной из наиболее влиятельных благотворительных организаций в мире, имея бюджет на уровне небольших стран? Эта совместная инициатива Гейтсов положила начало новому направлению в филантропии, начиная от глобального здравоохранения до революции в образовании и борьбе с бедностью. Благодаря смелым проектам фонда значительно улучшилась акушерская помощь, внедрены программы по регулированию фертильности, а технологические инициативы, как Mojo Loop, способствовали финансовому включению. Стремясь победить инфекционные заболевания, фонд поставил на приоритетное место борьбу с полиомиелитом наряду с малярией и туберкулезом. Эти инициативы уже привели к заметным успехам, спасая миллионы жизней. Стратегически используя опыт работы в Microsoft, Гейтс применил методы аналитики и обработки данных для достижения максимального результата в программных акциях фонда. После того, как Гейтс ушел с поста CEO Microsoft в 2000 году, его внимание сосредоточилось на благотворительности, постепенно передавая операции компании новым лидерам. Эта трансформация позволила ему не только сменить вектор личных усилий, но и перенести технологическое видение в социальную сферу. Непрерывно расширяя границы и инвестируя в биотехнологические и цифровые инновации, фонд продолжает открывать новые горизонты для здравоохранения и образования на глобальном уровне. Вопрос о том, каким будет наследие Гейтса, остается актуальным. Недавно запущенные инициативы подчеркивают, что каждый день может приносить новые открытия и решения старых проблем. И все это — продолжение захватывающего пути, который начался с мечты изменить мир. Уроки для будущих предпринимателей. Будущие предприниматели могут многому научиться у Билла Гейтса и его компании, история которой началась в волшебном городе Альбукерке в апреле 1975 года. Именно там Гейтс и Пол Аллен создали Microsoft, и началом стал перевод Basic для первого персонального компьютера Altair. Это стало стартовой линией для стремительного развития компании. Одна из ключевых стратегий, принесших успех Microsoft, было сотрудничество с IBM в 1980-м. Именно этот шаг открыл двери к разработке операционной системы MS-DOS, созданной на основе купленной ОС от Seattle Computer. Это решение, комбинируя в себе стратегический гений и умение ловко использовать возможности, кардинально изменило положение Microsoft на рынке и положило начало эпохи господства на рынке операционных систем. Выход Windows в 1985 стал настоящим прорывом, открывшим эру графического интерфейса и сделав компьютерное взаимодействие более интуитивным и доступным для широкого круга пользователей. Гейтс всегда верил в свою мечту сделать компьютер доступным для каждого, и эта постоянная приверженность к видению была важной составляющей успеха компании. Достижения Билла не ограничиваются только бизнес-сферой. В 1986-м, когда Microsoft стала публичной и принесла Гейтсу звание одного из самых молодых миллиардеров, он уже начал думать о влиянии, которое мог бы оказать с помощью своих ресурсов. Этот путь привел к основанию в 2000 году фонда Билла и Мелинды Гейтс, который стал одной из самых крупных благотворительных организаций в мире, направляя предприимчивость и инновационное мышление в социальные проекты. Каждый из этих шагов — это урок для современных лидеров, показывающий, как правильно сформированное видение, гибкость и ответственность могут привести к успеху. Гейтс оставил за собой не только компанию с богатым рыночным наследием, но и культурную парадигму, способную вдохновлять и вести к новым свершениям.